Друзья, те, кто собираются на класс в Прованс в конце июня, хочу сказать, что мне дали визу, я уже взял билеты, и 29 июня мы начнем работать, и будем работать по 4 июля. Программа семинара, локации на моем сайте, вы можете их посмотреть, присоединяйтесь, будет незабываемый класс. Также мы сегодня на сайт выложили полную информацию о классе в Армении, осеннем. Так что присоединяйтесь, посмотрите на эту программу, и я надеюсь, что она вас заинтересует. После Армении я без остановки сразу же полечу в Италию, проводить там класс на озере Гарда. Посмотрите и на эту возможность поучаствовать, информация на сайте. В моей онлайн-школе идет плодотворная работа. Курс «Морской пейзаж». Кто-то пишет, кстати, свои мотивы и присылает работы на свободную тему. Работы, которые вы присылаете, очень интересные. Хочу настроить вас на динамичную работу, если есть возможность. Уже многие перешли к Гризайли, и мы движемся, в общем, так быстро. На этом курсе предусмотрен закрытый чат, где участники могут просматривать не только свои работы, но и работы коллег и мои рекомендации по исправлению ошибок. Это создает творческую атмосферу, когда вы смотрите еще на то, как работают другие. И мы вместе подтягиваемся выше и выше на пути к мастерству. Кстати, если кто-то стесняется показывать свои работы, вы можете их не показывать. Там есть предусмотрено для этого опции, показывать или не показывать, всему народу, населению нашей палаты. Но если вы колеблетесь, я за то, чтобы показывать, потому что возникает такая синергия, эффект группы. И в конце концов, вы же выходите на этюды, там, где люди ходят, и что? А здесь коллеги, здесь наоборот могут подсказать что-то. Те, кто выполняет такие же задачи, мы плывем в одной лодке. И гребете вы дружно и хорошо. Все в порядке. Этот курс «Морской пейзаж» можно приобрести по акции до 31 мая. Потом цена увеличится. User FI. Вы говорили о том, что практикуете работу на водоэмульсионном грунте. Подскажите, какие слои проклейки вы под него используете? Я ничего не проклеиваю, не использую. Я беру фирменный холст, уже грунтованный акриловым грунтом, и покрываю сверху водоэмульсионным. Все. Опыт показывает, что эмульсионка хорошо держится, и все в порядке, ничего не трескается. Но если вы сами хотите проклеивать, проклеивайте. Стандартная проклейка, она, кстати, продается в художнических магазинах, так и называется, по-моему, там желатиновая или как-то по-другому можно называться. Проклейка, в общем, грунтовка. По сути, там желатин. Вы можете растворить его в воде, 1 к 10, по-моему, количество желатина. 1 часть, 10 частей воды. В водяной бане их разогреть, и все. И потом кистью нанести на холст. А потом уже, когда это высохнет, водоэмульсионным грунтом покрыть. Валентина. Я смотрела ваше видео. В одном вы говорили, что сожалели, что продали картину «Ольга». Если я не ошибаюсь, название «Оля», да. Можно ее еще раз увидеть. Да, в конце ролика я ее покажу. Да, было такое сожаление. И мы не смогли ее вернуть, потому что она уехала в Америку. Я просил вернуть. Нет, сказали, что все уже ушло. Купили поздно. Это к тому, что если вы чувствуете, что работа удалась, то, может быть, приходит время, когда вы формируете из таких удачных работ свой фонд, чтобы показывать на выставках самые-самые лучшие работы. Это было лет, наверное, 7 назад, как раз было знаком к тому, что начать не продавать кое-какие работы, либо продавать по дорого, в хорошей цене. Алиса Селезень, в каком-то из роликов вы сказали, что все стали успевать, когда перестали торопиться. А куда торопиться? Впереди же вечность. В чем это выражается? Во всем не тороплюсь. Как вы к этому пришли и почему? Падало все из рук, куда-то все время раз, сразу заденешь. Я не говорила, что стала бух. успевать.
бабах. Я сказала так. Люди стали Вот успевать просто потому, что система. перестали Я же тебя не просил ни о чем, дорогая. Я могу делать только то, о чем меня попросят. Я не же про... робот. Алиса, стоп. Вот чудеса. Я даже не знал, что она у меня в компьютере есть. Ну так вот, как вы к этому пришли и почему? Ну и простая технология. Если у тебя все валится из рук, если ты набиваешь шишки, падаешь, торопясь, естественный вывод, что попробовать медленнее все делать. Просто медленнее. Куда-то тебя рвет все время, а ты медленно ведешь руку, я не знаю, за чашкой чая, медленно пьешь. Разговаривать тоже можно медленно, кстати. Больше скажешь. Паузы станут наполненными. Живопись станет наполненной, как паузы. Ведь пауза в живописи очень дорогого стоит. Я давно стал замечать, что картины, в которых сочетается некая пустотность и информативность, ну, в одной картине, меня очень сильно привлекают. Когда был маленький, мне было интересно, почему наша речь состоит из отдельных слов, а между отдельными словами есть пробелы. Это же прямо по Станиславскому. Вот эта пауза, она имеет значение. Почему бы ее не выражать в живописи, в разговоре, не трындеть все время? А некоторые говорят так, что даже пробелов нет между словами. Часами так могут говорить. Нет пробела. Я пришел, я ушел. Всю свою жизнь, естественно. Без точек, без запятых, сплошные восклицательные знаки. И некуда даже мысль свою вставить. Я от таких людей ухожу. Юзер ВФ. Спасибо за ответ о поле Сезанне. Вижу в работах Сезанна динамику в статике и в ваших работах динамика в статике. В чем различие достижения динамики у Поля и Вячеслава? А давайте спросим у прихожан нашей палаты. Что думаете, друзья, в чем различие? Скажите, пожалуйста. А я почитаю, что вы сказали, спешу слова и потом тоже вам расскажу. Сергей Ф. Даром получили? Даром отдавайте. Но речь идет о картинах, которые дарить можно. Но я согласен, что дарить всегда приятно. Но что значит даром получили? Это мой ежедневный труд в течение, не знаю, 40 лет, может быть, 50. Ежедневный. И человек, который покупает мою картину, он платит за тонны изведенных красок, мои переживания, мои неудачи, когда ничего не получается, и это в течение многих лет. Он фактически, покупая картину, понимает, сколько нужно было вложить, чтобы ее написать там за час. Сколько нужно потратить унитаза часов, извините, на то, чтобы у тебя начало получаться. С другой стороны, покупатель об этом не думает, ему нравится или не нравится. Но мы с вами понимаем, что в это вложен огромный труд. Поэтому я не очень понимаю, что значит даром получили. Есть, конечно, дар, который, как у каждого мальчика. Мы рисовали там с Витей, с моим другом по детству. За партой заодно сидели часто. Он рисовал, я рисовал. Но вот художником я стал, а он другой профессии. То есть дар рисовать у каждого одинаковый, в принципе. Вопрос в том, кто как его развивает и развивает ли. Нравится ему. Готов ли он потратить вообще огромное количество времени, лет на то, ну, просто такое служение искусству. Готов ли он к этому? И были моменты такие, когда выставка идет, например, в ЦДХ. У тебя получаются, у тебя хорошие работы. А на выставке много работ разных художников. И покупатели покупают, например, у них, а у тебя нет. И так раз за разом. Может быть, несколько лет. Вот как тогда? Представляете, должна какая быть сила намерения
чтобы это победить и двигаться дальше. В конце ролика будет ссылка прямая на видео «Типаж в картине» 627, предлагаю его посмотреть.